Окаянные истории. Оноре де Бальзак. Простительный грех. Как добродетельный Брюен взял себе жену. Мессир Брюен, тот самый, что достроил замок Рош-Корбен-Ле-Вувре на берегах Луары, в своей молодости был парнем весьма буйного нрава. Будучи совсем еще юнцом, он щипал девиц, переворачивал все в доме вверх дном и творил сущую чертовщину. Так продолжалось до тех пор, пока его не призвали уложить отца, барона Рош-Карбона, на несколько футов под дерн. Став сам себе хозяином, он получил полную свободу вести жизнь, полную дикого разгула, и, надо сказать, немало потрудился, чтобы пересытиться удовольствиями. Однако, заставив свои кю попотеть, разбазарив добро, осушив свои земли, опустошив бочки и ублажая блудниц, он обнаружил, что отлучен от приличного общества. В друзьях у него остались лишь городские грабители да ломбардцы. Но и ростовщики стали грубыми и едкими, словно каштановая шелуха, когда у него не осталось иного залога, кроме упомянутого поместья Рош-Корбен, ведь земля эта держалась от нашего государя-короля. Тогда Брюен почувствовал в себе самое подходящее настроение, чтобы раздавать удары направо и налево, сломать пару ключиц и ссориться со всеми из-за пустяков. Видя это, аббат Мармути, его сосед и человек, щедрый на советы, сказал ему, что это явный знак барского совершенства и что он идет по верному пути. Но если бы он отправился во славу Божию избивать мусульман, оскверняющих святую землю, то было бы еще лучше, и он, без сомнения, вернулся бы в Турень или попал бы в рай, откуда прежде происходили все бароны, исполненные богатства и отпущения грехов. Упомянутый Брюен, восхитившись великим умом прилата, покинул край, снаряженный монастырем и благословленный аббатом, к великой радости своих друзей и соседей. Затем он разграбил немало городов Азии и Африки и нападал на неверных без предупреждения, сжигая сарацинов, греков, англичан и прочих. Его мало заботило, были ли они друзьями или врагами и откуда приехали, ибо среди его достоинств было и то, что он вовсе не отличался любопытством и расспрашивал людей только после того, как убивал их. На этом поприще, угодном Богу, королю и ему самому, Брюен снискал славу доброго христианина и верного рыцаря. Он наслаждался жизнью в этих заморских землях, с большей охотой подавая экю девицам, нежели бедным, хотя бедняков ему встречалось куда больше, чем невинных девушек. Но как истинный туренец, он умел варить суп из чего угодно. В конце концов, когда он присытился турками, святыми мощами и прочими благами Святой Земли, Брюен, к величайшему изумлению жителей Вувре, вернулся из крестовых походов, груженный золотыми экю и драгоценными камнями. Он существенно отличался от тех, кто, выехав богачами, возвращался с легким кошельком, но с тяжелой лепрой. По возвращении из Туниса наш государь, король Филипп, пожаловал ему титул графа и назначил своим сенешалем в наших краях и в Пуату. Там его искренне полюбили и глубоко уважали, поскольку, помимо прочих своих достоинств, он основал церковь босоногих кармелитов в приходе Эгриньоль в знак примирения с небесами за грехи своей молодости. Таким образом, он был полностью вручен благодати церкви и Бога. Из дурного юноши и сорвиголовы он превратился в доброго, мудрого и рассудительного человека, знающего меру в своих развлечениях и утехах. Он редко гневался, разве что кто-то бранно поминал Бога в его присутствии, чего он терпеть не мог, ибо сам довольно насквернословил за всех в буйные годы своей жизни. Словом, он ни с кем не ссорился, потому что, будучи сенешалем, получал от людей уступки без промедления. Правда и то, что в то время все его желания исполнялись, а это сделало бы спокойным и кротким от рогов до пяток даже беса. Кроме того, он владел замком со всеми его зубчатыми углами, выточенным и заостренным, словно испанский камзол, и расположенным на утесе, откуда он отражался в водах Луары.
В покоях висели королевские шпалеры, стояла роскошная мебель, находились сарацинские пышности, безделушки и диковины, вызвавшие немалое восхищение у жителей Тура и даже у архиепископа и клириков святого Мартина, которым он отправил в дар знамя, отороченное чистым золотом. В окрестностях упомянутого замка изобиловали прекрасные поместья, ветряные мельницы и леса, приносившие богатый урожай всяческой ренты, так что он был одним из самых могущественных рыцарей Баннеретов провинции и легко мог вести на битву за нашего государя-короля целую 1000 человек. В преклонное лето, если случалось, что его бейлиф, человек весьма усердный по части повешения, приводил к нему бедного крестьянина, подозреваемого в каком-либо проступке, Брюен со улыбкой говорил: «Отпусти этого, Бредив, он пойдет в счет тех, кого я бездумно зарезал за морем». Впрочем, зачастую он охотно позволял им висеть на каштане или качаться на своей виселице, но делалось это исключительно ради торжества правосудия и для того, чтобы обычай не угасал в его владении. Посему люди на его землях были добродетельными и покорными, словно юные монахини под покровенными тканями, и жили в мире, поскольку он защищал их от разбойников и бродяг, которых никогда не щадил, зная по опыту, сколько бед приносят эти проклятые хищники. В остальном же, будучи человеком глубоко набожным и завершающим все без промедления, как свои молитвы, так и доброе вино, он вел судебные дела на турецкий манер, имея в запасе 1000 шуток для проигравших и обедая с ними, чтобы их утешить. Всех повешенных он приказывал хоронить в освященной земле, как праведников, считая, что люди эти уже понесли достаточное наказание, лишившись дыхания. Иудеев он притеснял лишь время от времени, да и то, когда они разбухали от ростовщичества и богатства. Он позволял им собирать добычу, как пчелам мед, говаривая, что они лучшие сборщики податей. И никогда он не обирал их иначе, как для пользы и нужд духовных лиц, короля, провинции или же самого себя. Такой веселый нрав снискал ему любовь и уважение всех и каждого, от мала до велика. Если он возвращался с судейского кресла с улыбкой, аббат Мармути, такой же старик, как и он сам, говаривал: «Эге, мессир, видать, кого-то повесили, раз вы так смеетесь». А когда по пути из Рош-Карбона в Тур он проезжал верхом через предместье святого Симфориена, девчонки говорили: «Ах, сегодня день суда, вот идет добрый человек Брюен». И без всякого страха смотрели, как он сидит верхом на большом белом коне, которого привез с собой с Леванта. На мосту мальчишки переставали играть в мяч и кричали: «Добрый день, господин Синишаль», а он шутливо отвечал: «Веселитесь, дети мои, пока вас не высекли». «Да, господин Синишаль». Кроме того, он сделал край настолько спокойным и свободным от грабителей, что в год Великого разлива Луары за всю ту зиму были повешены всего 22 злодея, не считая Иудея, сожженного в общине Шатонев за то, что он украл святое причастие или, как говорили некоторые, купил его, ибо был очень богат. На следующий год, где-то во время жатвы или сенокоса, как говорят у нас в Турене, пришли египтяне, цыгане и прочие бродячие труппы. Они украли святые предметы из церкви святого Мартина, а на том самом месте, где стояла статуя Богоматери, в знак оскорбления и насмешки над нашей святой верой оставили брошенную хорошенькую девочку, возрастом не старше старой собаки, совершенно полуголую акробатку мавританского происхождения, как и они сами. За это неслыханное преступление король, народ и духовенство единодушно решили, что мавританка должна за всех ответить и быть сожжена заживо на площади у фонтана, где находится зеленый рынок. Тогда добрый человек Брюен толково и ловко доказал остальным, что обращение этой африканской души в истинную веру будет делом весьма богоугодным и приятным Господу. А если в этом женском теле и заселился дьявол, то хворост бесполезен, чтобы сжечь его, как говорилось в упомянутом указе. Архиепископ мудро посчитал это суждение наиболее каноничным и согласным с христианским милосердием и Евангелием.
Городские дамы и другие знатные особы громко заявляли, что их лишили прекрасного зрелища, ведь мавританка проливала слезы в тюрьме и наверняка обратится к Богу, чтобы прожить долго, как ворон, если ей это позволят. На это Сенешаль ответил: если иноплеменница полностью предаст себя христианской вере, состоится другое пышное торжество, и он берется сделать его поистине королевским, поскольку сам станет ее крестным отцом у купели. А его спутницей в этом деле станет девица, дабы еще больше угодить Всевышнему, тем более что за самим Сенешалем шла слава человека, никогда не терявшего невинности, то есть настоящего непорочного холостяка. В нашей Турене так называют молодых целомудренных мужчин, не состоявших в браке, чтобы отличить их от мужей и вдовцов, но девушки всегда выбирают их, не глядя на прозвище, ибо они куражнее и веселее тех, кто уже искушен в супружестве. Молодая мавританка не колебалась между пылающим хворостом и крестильной водой. Ей куда больше хотелось быть христианкой и жить, чем оставаться египтянкой и сгореть. Так, чтобы избежать минутного сожжения, ее сердце неугасимо пылало всю жизнь, ибо для большей верности ее поместили в монастырь монахинь близ Шардоне, где она приняла обет святости. Упомянутое торжество завершилось в резиденции архиепископа, где по этому случаю во славу Спасителя вельможи и дамы Турени прыгали, скакали и плясали, ибо в этом крае люди пляшут, скачут, едят, флиртуют и устраивают пиры веселее, чем где-либо в мире. Добрый старый Сенешаль взял себе восприемнице дочь владетеля Азеле-Ридель, что позже стал именоваться Азеле-Брюле. Упомянутый владетель, будучи крестоносцем, остался под Акрой, далеким городом, в руках сарацина, который потребовал за него королевский выкуп, поскольку упомянутый господин занимал высокое положение. Дама де Азе, заложившая свое поместье ломбардцам и вымогателям, чтобы собрать нужную сумму, осталась без единого гроша в кармане и ждала своего господина в бедном городском жилище. У нее не было даже ковра, чтобы сесть, но она оставалась гордой, как царица Савская, и храброй, как мастиф, защищающий добро своего хозяина. Видя такое великое бедствие, Сенешаль деликатно отправился к этой даме, чтобы попросить ее дочь стать крестной матерью упомянутой египтянки. Сделано это было для того, чтобы получить право помочь даме де Азе. И в самом деле, он приберег тяжелую золотую цепь, сохранившуюся у него еще со времен взятия Кипра, и вознамерился застегивать ее на шее своей хорошенькой спутницы. Но вместе с ней он навесил туда же свое поместье, свои седины, свои деньги и своих коней. Словом, он отдал туда все, чем владел, едва лишь увидал, как Бланше де Азе танцует павану среди туренских дам. Хотя мавританская девчонка, выжимавшая все из своего последнего дня, и удивила собравшихся своими извивами, прыжками, парениями и искусными трюками, Бланша, по общему признанию, превзошла ее, настолько девственно и утонченно она танцевала. Тогда Брюэна, восхищенного этой кроткой девушкой, чьи пальчики на ногах, казалось, боялись коснуться половиц, и которая так невинно забавлялась для своих 17 лет, словно кузнечик, пробующий свою первую ноту, охватило стариковское вожделение. Это было желание апоплексическое и мощное от самой своей слабости, разгорячившее его от пят до самого затылка, ибо на макушке у него было слишком много снега, чтобы любовь могла там поселиться. Тогда добрый человек понял, что в его замке не хватает жены, и сам замок показался ему куда более одиноким, чем был на самом деле. Да и что такое замок без хозяйки? Все равно, что язычок без колокола. Словом, жена была единственным, чего ему не хватало, и он пожелал получить ее без промедления, понимая, если дама де Азе заставит его ждать, он как раз успеет отправиться из этого мира на тот свет. Но во время крестильного пира он мало думал о своих тяжелых ранах и еще меньше о 80 годах, оголивших его голову. Он обнаружил, что его глаза еще достаточно зорки, чтобы отчетливо видеть юную спутницу. Та же, следуя наставлениям дамы де Азе, щедро ублажала его взглядами и движениями,
предполагая, что подле такого старика не может быть никакой опасности. Да так, что Бланша, наивная и милая, в отличие от туренских девиц, развязных, словно весеннее утро, позволила доброму человеку сначала поцеловать свою руку, а затем и шею, причем довольно низко. По крайней мере, так говорил архиепископ, обвенчавший их на следующей неделе, и это была прекрасная свадьба, а невеста еще прекраснее. Упомянутая Бланша была стройною и изящна, как ни одна другая девушка, что еще лучше, оставалась более невинной, чем кто-либо на свете. Она была девицей, совсем не знавшей любви и не понимавшей, что это такое и зачем нужно, девицей, которая удивлялась, почему некоторые люди так долго засиживаются в постелях, и верила, что детей находят в капусте. Мать вырастила ее в такой невинности, что не позволяла ей задумываться даже о самых мелких пустяках, вроде того, как она втягивает суп сквозь зубы. Таким образом, она была сладким, нетронутым цветком, радостным и чистым, настоящим ангелом, которому не хватало лишь крыльев, чтобы улететь в рай. Когда она покинула бедное жилище своей плачущей матери, чтобы скрепить обручение в соборе святого Гатиана и святого Маврикия, деревенские жители пришли поглазеть на невесту и на ковры, устлавшие всю улицу Селлери. Все в один голос говорили, что никогда еще столь крошечные ножки не ступали по земле Турени, столь прекрасные глаза не устремлялись к небесам и столь пышный праздник не украшал улицы коврами и цветами. Молодые девушки из Святого Мартина и из предместий Шатонев завидовали длинным темным кудрям, на которые Бланша, без сомнения, поймала целого графа. Но куда больше они вожделели ее шитое золотом платье, иноземные камни, белые алмазы и цепи, которыми играла эта крошка и которые навеки привязали ее к упомянутому Сенешалю. Старый воин был столь весел подле нее, что счастье его проступало во всех его морщинах, взглядах и движениях. Хотя он едва ли был прямее садового ножа, рядом с Бланшей он держался так, что его можно было принять за солдата на параде, встречающего своего офицера, и он прикладывал руку к груди, как человек, которого удовольствие душит и тревожит. Пленившись гулом раскачивающихся колоколов, шествием, пышностями и суетой упомянутого бракосочетания, о котором говорили еще долго после епископских торжеств, женщины желали целого урожая мавританских девчонок, потопой старых сенешалей и корзин, полных египетских крещений. Но это было единственное подобное событие, когда-либо случавшееся в Турене, поскольку край наш далек от Египта и цыгания. Дама де Азе получила после церемонии большую сумму денег, что позволило ей незамедлительно отправиться под Акру к своему супругу в сопровождении лейтенанта и солдат графа Рош-Корбан, снабдивших их всем необходимым. Она выехала в сам день свадьбы, предварительно передав дочь в руки Сенешаля и наказав ему хорошо с ней обращаться. Позже она вернулась вместе с сеньором де Азе, подхватившим проказу. Она выходила его сама, рискуя заразиться, чем вызвала великое восхищение. Свадебная церемония завершилась, а длилась она целых 3 дня к великой радости народа, и мессир Брюен с великой пышностью повел крошку в свой замок. По обычаю мужей, он торжественно уложил ее в свое ложе, освященное аббатом Мармутия, а затем сам прилег рядом в великом феодальном покое Рош-Карбона, убранном зеленым парчевым штофом и лентами из золотой нити. Когда старый Брюен, надушенный с ног до головы, оказался бок о бок со своей хорошенькой женой, он поцеловал ее сначала в лоб, а затем в маленькую, круглую, белую грудь, в то самое место, где разрешил себе застегнуть замочки золотой цепи, но на этом и остановился. Старик слишком переоценил свои силы, вообразив, будто способен на большее. Поэтому он воздержался от любви, несмотря на веселые свадебные песни, эпиталамы и шутки, звучавшие в нижних покоях, где все еще продолжались танцы. Он освежился глотком свадебного напитка, который по обычаю был освящен и поставлен рядом с ними в золотом кубке. Пряности хорошо разогрели его желудок, но не сердце его угасшего пыла.
Бланша ничуть не удивилась поведению своего супруга, ибо была девственна умом. В браке она видела лишь то, что открыто глазам молодых девушек: платье, пиры, коней, возможность быть знатной дамой и хозяйкой, владеть загородным замком, забавляться и отдавать приказания. Поэтому, словно дитя, она играла золотыми кистями на кровати и дивилась богатству той гробницы, в которой надлежало погребсти ее невинность. Почувствовав чуть позже свою вину и уповая на будущее, которое, впрочем, с каждым днем лишь портило то, чем он собирался ублажать жену, Сенешаль попытался заменить дело словом. Он принимался развлекать жену всяческими способами, обещал ей ключи от своих буфетов, амбаров и сундуков, полное управление своими домами и землями без всякого надзора, навешивая ей на шею другую половину каравая, как говорят в Турене. Она сделалась подобна молодой кобылице, сытой сеном, находила своего доброго мужа самым галантным человеком на свете и, приподнявшись на подушке, принялась улыбаться. С еще большей радостью она разглядывала эту прекрасную кровать из зеленой парчи, где отныне ей разрешалось без всякого греха спать каждую ночь. Видя, что она начинает игриво расходиться, хитроумный господин, не привыкший к невинным девицам, но знавший по опыту маленькие уловки, к которым прибегают женщины, ибо раньше много знался с городскими дамами, убоялся этих ласковых трюков, нежных поцелуев и мелких любовных забав. Прежде он ничего не имел против них, но в настоящее время они застали бы его холодным, словно заупокойная служба по папе римскому. Тогда он отодвинулся к самому краю кровати, страшась своего счастья, и сказал своей чересчур восхитительной супруге: «Что ж, душенька, теперь вы жена Сенешаля, и весьма неплохо осенешалены». «А нет», — молвила она. «Как нет?» — переспросил он в великом испуге. «Разве вы не жена?» «Нет», — ответила она. «И не стану ей, пока не рожу ребенка». «Видели ли вы луга, когда мы ехали сюда?» Снова начал старик. «Да», — молвила она. «Что ж, они ваши». Ответила она со смехом. «Я буду весело проводить там время, ловя бабочек». «Вот и славная девица», — молвил ее господин. «А лиса?» «Ах! Одной мне там не понравилось бы, вы поведете меня туда сами». «Но», — молвила она, — «дайте мне немного того напитка, который Лупонна с таким трудом приготовила для нас». «А зачем, душенька моя?» «Это разжжет огонь в вашем теле». «Именно этого я и хочу», — сказала она, прикусив губу от досады. «Ибо я хочу подарить вам ребенка как можно скорее, а я уверена, что этот напиток как раз хорош для такой цели». «Ах, крошка моя», — сказал Сенешаль, понимая по этим словам, что Бланша девственна с головы до пят, для этого дела необходимо благоволение Божие, а женщины должны находиться в поре сбора урожая. «А когда же я буду в поре сбора урожая?» — спросила она с улыбкой. «Когда того пожелает природа», — ответил он, пытаясь усмехнуться. «А что нужно сделать для этого?» — возразила она. «Ах! Каббалистическую и алхимическую операцию, весьма опасную». «Ах!» — молвила она с задумчивым видом. «Вот почему моя мать плакала, думая об упомянутом превращении, но Берта де Брюэ, которая так благодарна за то, что ее сделали женой, говорила мне, что это самое легкое дело на свете». «Это смотря по возрасту», — ответил старый господин. «Но видели ли вы в конюшне прекрасную белую кобылу, о которой так много говорят в Турене?» «Да, она очень кроткая и хорошая».
Что ж, я дарю ее вам, и вы можете ездить на ней верхом всякий раз, как вам вздумается. А, вы очень добры, и люди не солгали, когда говорили мне об этом. Вот, продолжал он, душечка, дворецкий, капеллан, казначей, шталмейстер, кузнец, бейлиф и даже сеньор де Мансора, юный паж по имени Готье, носящий мое знамя, вместе со своими оруженосцами, капитанами, слугами и скотом, все это ваше и будет немедленно повиноваться вашим приказаниям под страхом быть беспокоенными пеньковым галстуком. Но, — возразила она, — эту таинственную операцию, разве нельзя совершить ее прямо сейчас? А нет, — ответил Сенешаль. Ибо прежде всего необходимо, чтобы и тот, и другой из нас находились в состоянии благодати перед Богом, иначе у нас получился бы дурной ребенок, исполненный греха, а это запрещено канонами церкви. Вот почему в мире так много неисправимых сорванцов. Их родители не подождали мудро, чтобы их души очистились, и наделили своих детей порочными душами. Прекрасные и добродетельные дети происходят от непорочных отцов. Вот почему мы освящаем наше ложе, как аббат Мармути осветил это. Не нарушали ли вы предписаний церкви? А нет, быстро молвила она, перед мессой я получила отпущение всех своих грехов и с тех пор оставалась без малейшего греха. Вы само совершенство, молвил хитроумный господин, и я в восторге, что взяли вас в жены, но сам я согрешил клятвой, словно неверный. А. И почему же? Потому что танцы все не кончались, и я не мог заполучить вас к себе, чтобы привести сюда и расцеловать. С этими словами он галантно взял ее руки и покрыл их поцелуями, шепча ей маленькие нежности и ласковые слова, от которых она стала весьма довольна и утешена. Затем, утомленная танцами и всеми церемониями, она улеглась спать, сказав Сенешалю: «Завтра я позабочусь о том, чтобы вы не грешили». И она оставила старика совершенно плененным ее белой красотой, влюбленным в ее нежную природу и в таком же замешательстве от мысли, как сохранить ее невинность, в каком он был бы, пытаясь объяснить, почему быки жуют жвачку дважды. Хотя он и не сулил себе от этого ничего хорошего, лицезрение совершенства Бланши во время ее невинного и кроткого сна так воспламенило его, что он решился беречь и защищать драгоценный самоцвет любви. Со слезами на глазах он целовал ее милые золотистые кудри, прекрасные веки и спелый алый рот, делая это тихонько из страха разбудить ее. В этом было все его наслаждение, бессловесная отрада, которая все еще воспламеняла его сердце, ничуть не тревожа Бланшу. Тогда он оплакал снега своей облетевшей старости, бедный старик, отчетливо видя, что Бог позабавился, даровав ему орехи, когда у него уже не осталось зубов.